Ваша кошка могла бы спокойно спать всю ночь, наслаждаясь теплом и уютной безмятежностью вашего дома, но вместо этого она проводит долгие часы в мучительном, безумном вылизывании лап и яростном расчесывании ушей. Это выглядит невероятно грустно, и в эти минуты каждый владелец остро ощущает свое бессилие. Но этот бесконечный, выматывающий зуд скрывает в себе тайну, которую ветеринары в клиниках почти никогда не помогают нам расшифровать до конца. Дело в том, что вы, скорее всего, годами боретесь с симптомами, совершенно упуская из виду истинного виновника, скрывающегося глубоко внутри. И самое удивительное здесь то, что простое, мягкое и абсолютно безопасное решение этой проблемы стоит всего около $8, а его природные ингредиенты, возможно, прямо сейчас лежат на вашей кухонной полке. Часть 1. Круговорот лекарств и невидимый враг. Когда наш любимый питомец начинает чесаться, мы почти всегда совершаем одну и ту же привычную ошибку. Мы сажаем его в переноску, везем в клинику, отдаем немалые деньги за прием и выходим оттуда со стандартным рецептом на дорогой гормональный крем, мазь или курс таблеток. Вы возвращаетесь домой, начинаете лечение, зуд действительно утихает на какое-то время, и в дом возвращается долгожданный покой. Но стоит курсу закончиться, или стоит начаться новому теплому сезону, как этот кошмар возвращается с прежней, а иногда и с утроенной силой. Вы снова бежите к врачу, снова покупаете лекарства, и этот круговорот становится бесконечным. Причина этой неудачи проста. Традиционные аптечные средства чаще всего направлены лишь на то, чтобы временно приглушить внешнее раздражение на коже. Они борются с проявлениями болезни на поверхности тела, но совершенно не затрагивают то, что происходит внутри организма. То средство, о котором мы поговорим сегодня, принципиально отличается от всего, что вы пробовали раньше. Это не химическая мазь из ветеринарной аптеки. Это домашняя смесь, которую опытные заводчики ласково называют «чудо-смесью из очереди». Ее приготовление обойдется вам всего в районе $8. И у нее есть уникальное, удивительное свойство. Она работает одновременно двумя путями. Эта смесь наносится на раздраженную кожу и в то же самое время добавляется прямо в миску с пищей. Одна баночка, один и тот же состав, но двойной, сокрушительный удар по самой природе болезни. В подавляющем большинстве случаев затяжного, изнуряющего зуда стоят вовсе не блохи и не укусы насекомых. За этим скрывается системный дрожжевой грибок нано, организм, который в норме мирно живет на коже каждого животного, но при малейшем сбое в питании или иммунитете начинает бесконтрольно размножаться, превращая жизнь вашего любимца в непрекращающиеся испытания. Часть 2. Домашняя диагностика из 7 шагов. Прежде чем мы начнем готовить наши средства, давайте провести простой, но удивительно точный домашний тест, чтобы понять, действительно ли дрожжевой грибок является причиной страданий вашего питомца. Позовите его к себе, погладьте и внимательно проверьте следующие 7 признаков. Первый шаг. Наклонитесь и аккуратно понюхайте уши вашего питомца. Не нужно заглядывать глубоко внутрь ушного канала. Просто вдохните запах ушной раковины. Если вы отчетливо чувствуете тяжелый, кисловатый запах пивных дрожжей, теплого хлебного теста или старых кукурузных чипсов, это первый подтвержденный признак. У здорового животного уши никогда так не пахнут. Второй шаг. Аккуратно переверните лапку и посмотрите на шерсть между подушечками пальцев и вокруг когтей. Если шерсть там приобрела странный ржаво, коричневый или кирпичный оттенок, это вовсе не дорожная грязь. Это пигмент слюны. Это неопровержимое доказательство того, что ваш питомец уже много недель скрытно и непрерывно грызет и вылизывает свои лапы, пытаясь унять глубокий зуд под подушечками. Третий шаг. Аккуратно приподнимите переднюю лапку и осмотрите кожу под мышкой. Если кожа там выглядит покрасневшей, воспаленной и горячей на ощупь, это 3-й балл в наш список. 4-й шаг. Осмотрите кожу на животе и в паховой области. Мы ищем участки кожи, которые заметно потемнели,
стали толстыми, грубыми и по своей текстуре начали напоминать слоновью кожу. Это верный признак того, что воспалительный процесс длится уже очень давно. Пятый шаг. Загляните под ошейник или в глубокие кожные складки на шее. Если там кожа влажная, потемневшая или имеет неприятный кислый запах, это пятый признак. Шестой шаг. Часто ли питомец судорожно трясет головой, пытается елозить задом по ковру или будет вас среди ночи своим яростным, непрекращающимся вылизыванием? И, наконец, седьмой шаг. Возвращается ли этот ужасный зуд каждый весенний или летний сезон, или сразу же после того, как вы заканчиваете курс лекарств, выписанных в клинике? Теперь подведите итоги. Если вы насчитали 3 или более признаков, наша домашняя смесь станет для вас настоящим спасением. Если вы набрали 5 и более баллов, это означает, что вы очень долго боролись совсем не с тем врагом, приглушая внешние симптомы и упуская внутреннее воспаление. Часть 3. 5 природных сил в одной банке. Секрет эффективности нашей домашней смеси заключается в синергии 5 простых, чистых природных компонентов. Каждый из них выполняет свою важную терапевтическую задачу. Первый ингредиент – органическое нерафинированное кокосовое масло холодного отжима. Нам понадобится ровно 1 стакан. И здесь кроется важнейший технологический нюанс. Я настоятельно рекомендую вам никогда не растапливать кокосовое масло на плите или микроволновой печи. Чем меньше масло подвергается агрессивному нагреванию, тем сильнее и активнее остаются его природные целебные компоненты. Нам нужно, чтобы масло было просто мягким, податливым, комнатной температуры, по своей консистенции похожим на нежный крем. Кокосовое масло служит идеальной базой, носителем. Оно мгновенно успокаивает раздраженную кожу, снимает сухость и создает защитный барьер. Второй ингредиент – молотая куркума. Нам нужна 1 чайная ложка чистого порошка куркумы без каких-либо посторонних добавок. Куркума – это мощнейшее природное противовоспалительное средство и антиоксидант. Она снимает покраснение, уменьшает кожный зуд и помогает тканям быстрее восстанавливаться после расчесов. Третий ингредиент – свежемолотый черный перец. Пожалуйста, никогда не используйте готовый молотый перец из бумажных пакетиков, так как он давно потерял все свои полезные эфирные свойства и активные компоненты. Купите цельные горошины черного перца в мельнице и измельчите их непосредственно перед приготовлением смеси. Дело в том, что куркума сама по себе крайне плохо усваивается организмом. Без черного перца большая часть куркумы просто пройдет через пищеварительный тракт, транзитом, не оказав никакого действия. Но содержащийся в свежем перце пиперин буквально будет куркуму. Научные исследования доказали, что черный перец повышает усвояемость и биодоступность куркумы на невероятные 2000%. Нам понадобится всего 1 небольшая щепотка. Четвертый ингредиент – органическая молотая корица. Она выступает как тихий, скромный, но очень надежный борец. Корица обладает выраженными противогрибковыми свойствами и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, лишая дрожжевой грибок его любимого питания. Пятый ингредиент – свежий корень имбиря. Нам нужно натереть на мелкой терке кусочек имбиря размером примерно с 1 зубчик чеснока. Имбирь прекрасно успокаивает желудок, улучшает пищеварение и эффективно борется с воспалительными процессами изнутри. Я знаю, что в интернете вы можете встретить версии этого рецепта для собак, куда добавляют измельченный чеснок. Но здесь я должен сделать очень важное предупреждение по поводу безопасности кошек. Хотя в некоторых источниках чеснок упоминается в малых дозах для собак, для кошек чеснок строго противопоказан из-за его токсичности для эритроцитов и риска развития анемии. И уж тем более его нельзя давать беременным кошкам, питомцам с проблемами крови, перед хирургическими операциями или во время приема других медикаментов, поэтому в нашей универсальной и безопасной смеси мы полностью исключаем чеснок, готовим ее строго без него.
5 перечисленных ингредиентов более чем достаточно для мощного лечебного эффекта. Часть 4. Пошаговое приготовление и хранение. Приготовление нашей смеси – это удивительно простой, медитативный и приятный процесс. Возьмите глубокую стеклянную или керамическую миску. Поместите туда 1 стакан мягкого кокосового масла комнатной температуры. Добавьте 1 чайную ложку чистой молотой куркумы. Сделайте 2-3 поворота мельницы со свежим черным перцем, чтобы в миску упала небольшая щепотка. Затем добавьте половину чайной ложки молотой корицы. Очистите кусочек свежего имбиря, натрите его на самой мелкой терке и отправьте получившуюся кашицу вместе с выделившимся соком в общую миску. Тщательно, не торопясь, перемешайте все ингредиенты деревянной или силиконовой лопаткой до получения однородной, гладкой пасты красивого золотисто-оранжевого цвета. Переложите готовую пасту в чистую сухую стеклянную баночку, например, небольшую баночку Мейсона. Наша целебная смесь готова. Она может спокойно храниться при комнатной температуре в темном шкафу несколько месяцев, так как кокосовое масло отлично сохраняет свои свойства без холодильника. Часть 5. 2 пути применения смеси. Теперь давайте подробно поговорим о том, как правильно использовать наши средства 2 разными способами, чтобы получить быстрый и долговечный результат. Первый путь – это нанесение непосредственно на кожу для быстрого снятия зуда. Здесь нам не нужны точные измерения, просто возьмите на палец столько смеси, сколько необходимо, чтобы покрыть пораженное место. Если ваш питомец постоянно грызет лапы, аккуратно раздвиньте пальчики и тщательно втирайте мазь в межпальцевые складки и под подушечки лап. Именно в этих темных и влажных местах больше всего любит селиться грибок. Если чешутся уши, возьмите совсем крошечную капельку и мягко нанесите ее на внутреннюю сторону ушной, раковины, плоской части, ушка. Никогда не заталкивайте смесь глубоко внутрь ушного канала. Мы обрабатываем только внешнюю, видимую часть уха. Лучше всего проводить эту процедуру прямо перед тем, как питомец укладывается спать. В это время животное спокойно, и мазь сможет глубоко впитаться в кожу, не будучи стертой или слизанной. Я рекомендую подложить под лапы старое полотенце, так как из-за куркумы смесь сначала может оставлять желтые следы на светлом текстиле. Как только средство впитается, излишки можно аккуратно промокнуть, сухой салфеткой пятен не останется. Если питомец начнет слизывать мазь с лап, не переживайте, это абсолютно безопасно, ведь все ингредиенты полностью натуральны. Повторяйте процедуру 1 раз в 2 дня. Второй путь – это добавление смеси прямо в пищу, чтобы победить грибок изнутри. Здесь нам понадобится точная дозировка. Добавляйте 0,3 чайной ложки смеси на каждые 10 фунтов около 4 с. половиной килограммов. Веса животного 1 раз в день, просто подмешивая ее в корм. Для питомца весом около 5 килограммов достаточно 1/3 чайной ложки в день. Одной приготовленной баночки вам хватит примерно на 16 полноценных порций. Часть 6. Метафора протекающей трубы. Наша золотая смесь – это настоящее спасение. Она успокоит кожу и снимет невыносимый зуд невероятно быстро. Но я хочу быть с вами абсолютно честным. Сама по себе эта смесь, какой бы прекрасной она ни была, не решает коренную причину болезни. Представьте, что у вас дома прорвало водопроводную трубу. Вода хлещет на пол, заливая дорогие ковры и мебель. Вы берете тряпку, ведро и начинаете яростно вытирать воду. Сводки новостей будут говорить, что пол чистый, но лишь до тех пор, пока вы не выжмете тряпку. Вода будет прибывать снова и снова. Это именно то, что происходит, когда мы лечим только кожу. Мы просто вытираем воду с пола, пока труба все еще течет. Дрожжевой грибок питается сахаром и углеводами. И пока вы не измените рацион питания вашего любимца, убрав из него дешевые крахмалистые корма, грибок будет возвращаться снова и снова. Как только вы прекратите лечение, наша цель сначала быстро успокоить воспаление с помощью нашей смеси, а затем перекрыть кран грибку,
лишив его питания через правильную диету. В своем следующем выпуске я обязательно подробно расскажу о том, как именно с помощью правильного питания раз и навсегда победить грибок в самом его источнике в кишечнике. Ссылку на это видео я оставлю в описании ниже. А пока приготовьте это простое средство уже сегодня вечером. Подарите своему пушистому другу долгожданное облегчение, спокойный сон и избавление от зуда. Спасибо вам за ваше теплое внимание и за то, что стремитесь быть по-настоящему понимающими и любящими хранителями для своих питомцев. Берегите себя и берегите тех, кто дарит нам тепло своего сердца. До встречи в наших новых уютных выпусках.